Виктория, привет. Всем остальным сейчас тоже привет. Так, скажите мне, господа, кто сейчас появится в Ютубе? Там Саня обычно быстро, Леха появляется. Видно или не видно? И приступим. Так. Все, наверное, уже у нас на дачах, отдыхают уже. Так, скажите мне сейчас в Ютубе по видео. И мы начнем. Ждем. Пока тишина. Ни Хамло, ни Сереги, никого нет. Где у нас там все наши активные слушатели? Или все увидели, что рынок упал, и все? Ау! Тише, смотри-ка. Трансляция идет, все нормально. Я сегодня решил выйти пораньше тоже, для того, чтобы... Те, наверное, думают, что 8 будет. А так как пятница... Так, Данте, привет. А что скачки? Я тебе сразу сказал, что будет падение. И утром вам всем сообщил, что будет падение. Все было абсолютно логично. Ловушка на 4200 закрывается. Ты мне скажи, видно там или нет по видео в YouTube? Посмотрите, господа. Данте, ты там в YouTube посмотри, есть видео нормально? Пока все остальные не подошли. Видео идет. Ну, отлично. Вот Серега. Наконец появляются всегдатаи наши. Так, ну что, как и говорили, да? 4200 ловушка. Так, поехали смотреть. Ну вот, в принципе, сейчас я жду пробой еще 400 на самом деле, потому что по факту мы, конечно, должны уйти на 4000, я уже говорил про это. Вот, 400 мы, конечно, еще тормознуться можем, но со следующей недели вполне можем начать и сползать и ниже. Видно было, что 140-150 сейчас станет сильным сопротивлением. Поэтому, в принципе, если даже мы 100 удержим, то будут попытки все время подниматься на 140-150. Даже 180 и 200 пока встанет под вопросом. Но тут, в принципе, все абсолютно логично, все было ожидаемо. Я вам сразу сказал, что Пауэлл выступит явно с неуспокоительной речью, что, естественно, рынок это все воспримет негативно, и что все это укладывалось как раз в концепцию, чтобы от 4200 начать падать, и вообще, в принципе, обоснованность по индексу 4200, я вам говорил про это. Да, там как бы экономика начинала показывать сейчас неплохие, типа, скажем так, данные, да, то есть там восстановление, мы уже говорили, что появляется вероятность пойти на 400, 440, 4600, но опять же, еще раз, в условиях подъема ставок, а они все-таки будут продолжать расти, как, собственно говоря, сказал Пауэлл, то, естественно, рост доллара это всегда, естественно, рынок минус. Он всегда идет вниз. Поэтому надо сейчас, кстати, посмотреть, как отреагировала нефть. Я еще не смотрел, как реагирует нефть за этот момент. Ну, нефть, кстати, вот смотрите, в принципе, ожидаемо, что она около сотки пока еще остается. Заход за сотку понятно, потому что рост ставок, естественно, давление. Золото, наверное, тоже откатилось, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, вот оно, золото откатилось. Но все равно 1820, в итоге оно потихонечку вернется. Все равно, в любом случае. Сейчас просто вот эта реакция. И 1740, я думаю, на этом все закончится. Ниже, наверное, вряд ли он пойдет. Что с десятилетками у нас? Посмотрим. Пока в ожиданиях ничего особо не поменялось.
Вот, нефть, еще раз говорю, к сотке тут надо учитывать факторы, все-таки ОПЕК тут подключается. Ядерная сделка Ирана пока отложилась, скажем так, ну, как бы воздействие ее. Смотрим здесь сейчас по S&P, конечно, будет ли все-таки пробой 400. Давайте посмотрим, как теперь у нас оценивает волновик всю эту тему. Какие теперь он рисует там сценарии. Ну, здесь пока не поменялось. 4400, 4600. И четвертая волна по типу... Ну, вот он ее уже тогда, типа, прогнозировал, что она уже, типа, вот она здесь. Но я говорю, она будет ниже. Я сразу сказал, что она будет ниже. 400 и 4 ровно. Вот это вот логично будет. Скорее всего, даже 4. Вот 400, по крайней мере, наверное, будет приостановка. Вот уже все, 401, 400. Вот что я и ждал. Я это ждал еще до Пауэлла. Я думал, что они до Пауэлла 400 опустят. Но получилось наоборот. И я предупреждал, что они могут задернуть на 4200 и потом начать валить. Так оно, в принципе, и произошло, что 4200 они все-таки подняли и завалили тут же. До открытия сессии они прям тянули на 4200. Ну и это, кстати говоря, скорее всего было нужно для того, чтобы пробить 150, который до этого стоял, никак пробить не могли его. Вот его за счет того, что подогнали вверх, после этого спокойно проломили. Ну и, соответственно, я думаю, что 400 это не остановка. Вот 4099. Пытается он, конечно, здесь забуксовать, но в целом я думаю, что все-таки эта дорога на 4, господа. И для меня здесь все абсолютно было очевидно сразу. Так, дальше поехали по NASDAQ. Ну, понятно, 12300, прорвал вот этот 12400 уровень. И, естественно, эта дорога уже на следующий этаж в район 12000. Это если, соответственно, продолжится падение ниже 400. Тут все понятно, но я говорю, тут все очевидно было, что ФРС преподнесет именно такой сюрприз. Он даже по факту уже был не сюрпризом. 1920, естественно, тоже мы здесь не удерживаем. И есть вероятность ухода Рассела в район 1880. Но возврат будет, безусловно, за 1920 по Расселу, а по NASDAQ, естественно, на 12400. Это вот все это останется в рамках этого же. Индекс РТС начал потихонечку рост. Что? Почему? Потому что наверняка доллар у нас куда пошел? Конечно же он пошел вверх. 60-50 и, естественно, будет 61 и 61-50. Это вполне, естественно, было тоже ожидаемо, и я об этом говорил. Так, далее смотрим по Мосбиржа. Понятно, тоже начали потихонечку двигаться. 2.340, то, что мы ждем. 2.320, 2.340. Куда должен прийти Мосбиржа? Так, по рублю сказал, по евро. Евро у нас на 60,5. Ну, это тоже в районе 61-61,5. Там фактически в паритете будет. А биткоин, естественно, господа, как я сказал, сильно он не упадет, вернется там, где он был, в районе 20 826. Так оно и происходит. Не думаю, что это дорога на 18 тысяч, хотя она пока выглядит именно так. Поддержки, сразу скажу, на 20 тысяч нету, но на 20 тысяч он прийти, наверное, в моментах сможет. Потому что если S&P продолжит свое движение на 4 тысячи, то вот в районе 20 тысяч, скорее всего, мы и окажемся. А вот, соответственно, 18 тысяч уже под вопросом. Ну и возврат на 23 824 уже становится тоже под вопросом. Так, ну теперь давайте смотреть по запросам. Я так смотрю, народу немного, все уже уехали отдыхать, кто где. И, значит, в YouTube вопросов нету. И говорите сразу в голосовом, эфир, скорее всего, будет короткий. Все, еще раз говорю, было абсолютно ожидаемо. Серега, если ты хочешь сказать или кому еще надо, тяните руку. И я, в принципе, дам голос. По большому счету, ничего такого, того, что мы не знали, не произошло. Следующую неделю мы, скорее всего, начнем, конечно же, вероятнее всего, с рейнджа. Теперь все будут, как говорится, внимательно следить за данными по инфляции и по рынку труда. Рынок труда крепнет, это было ожидаемо, что такая ситуация, естественно, для ФРС повлияет для того, чтобы опускать ставку, вернее, поднимать ставку еще выше. Так что, в принципе, теперь опять у нас во главе угла становится статистика, опять ожидания, вгонят в рецессию или нет, опять вот эта вот тень рецессии начинает зависать над рынком.
Ну и, соответственно, медвежьего рынка пока не будет. Но вот этот диапазон 4000 не больше 4100, скорее всего, или 4200 это просто пиково. Это, скорее всего, то, что будет сейчас. Так, ну что я смотрю, вопросов нету, значит, всем все понятно. Тогда все пойдем отдыхать. По акциям вопросов нет, ни почему вопросов нет. Ну, Слава, приветствую. Да, смотрим, наблюдаем, не грустим, радуемся, не знаю. помнишь, как я говорил, что 4200 это то, что я верю, и все. Что 4200 и все. 4600 и 4440 это под большим вопросом. Вот оно, видишь, в Но это принципе. временно. Это Но это все. же временно. Ну как Мы же временно? должны сделать коррекцию. Ну, смотрите, все очень просто. Вот мы там с Матвеичем очень часто, ну, дважды, вернее, очень часто. Матвеич очень часто просто прогнозирует свои темы там, на 3200, на 2300. А в моем понимании мы сейчас до 4000 дойдем, и волшебным образом что-то такое волшебное должно произойти, что мы должны поехать снова наверх. На 3550 мы не пойдем. Вот сейчас, в данной ситуации, не пойдем. Не, разговор не о сегодня-завтра, разговор в целом. Ну, грубо говоря, там все же прогнозировали, на что мы поедем на 3200, на 3600. В итоге мы же на 3600 так и не доехали до пункта назначения. Поехали на 4300. Ну, на 4300 мы остановились. Сейчас зайдем на коррекцию на 4000, а после этого, кто знает, может поедем на 4600. 4300 это был абсолютная фикция. Вот абсолютная фикция. На самом деле все должно было остановиться на 4200. Это было абсолютно очевидно. 4300 это просто хотели продемонстрировать перехай, чтобы все уверовали, что рынок идет вверх и все в этом духе. А по факту это 4200 должно было быть, что в принципе и произошло. И вот сейчас вот как раз обрати внимание, даже если по графику смотреть, вот он же видно, консолидация идет именно у 4200. Выше 4200 рынок, вот даже вот здесь было падение, тут же коррекция вверх и естественно падение. Все, 4200. Никакие там 4300, 4400 и так далее. Они сейчас не обоснованы в тех условиях, которые находятся сейчас. То есть экономика крепнет, вопросов нет. Но ФРС ее пытается все равно тормозить. И эти противодействующие друг другу процессы, они не дают обосновывать выше. Естественно, до следующих отчетов какая-то будет рейндж. Какой-то будет рейндж. И, естественно, будет какое-то движение, скорее всего, с таким небольшим, скажем, там походом вниз, но с попытками вернуться вот опять же к этим 4200. Все. И как только выйдут новые отчеты, опять начнут выходить новые отчеты, опять начнется новый цикл подъема или там, соответственно, падение, если там, соответственно, ситуация начнет по отчетам меняться в худшую сторону. А сейчас фактически все будет определять данные по экономике. Будут выходить данные по инфляции, по рынку труда, по инфляции, по рынку труда, потребления. Все. Вот эти три параметра основные, за которыми все будут смотреть. Ну и цены на нефть. Выйдет новость, что рецессии нет, то инфляция победили и полетели. Может же быть такое? Но может быть такого, что выборы будут уже скоро. Вот скоро выборы в Конгрессе. Вот это да. Вот это может быть. Для этого они как бы, конечно, скорее всего, сохранят такую позитивную картинку. А вот дальше уже никого ничего держать не будет. Мне просто вот локальная картинка не нравится, честно скажу. Мне вот локально не нравится, которая вот с момента падения, который мы сделали, по сути, мы с этой картинки должны съехать на 3200. А если мы посмотрим годовой график, ну, мы допадали. Вот я же это уже не первый раз говорю. Мы допадали по годовому графику. По локальному, там за последние 4 месяца, который сформировался, вот можно там кто-то бабочку называет, кто там еще как-то. Так тут, Вот. тут вы все время как-то пытаетесь только увидеть либо лои, либо хаи. Есть еще боковик. Да ну его. Не обязательно. Не обязательно же рынок будет идти только вверх, правильно, или только вниз. Он может просто идти в бок. Логично. Вот и все. Очень даже логично. Вот и все. Поэтому тут ничего абсолютно не удивительного. Так что вот так вот. Так. Ну ладно, что? Слав, можно посмотреть ТАЛ? Что там у нас? Шикарно. Куда мы едем? Шикарно, к 6 он пошел.
Мы сегодня даже попытались, посмотрели, хотели посмотреть на торговлю, но он уже так хорошо отошел, что от шестерки нужна была коррекция быть однозначная. Там же 6.40. 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, да, должен идти до 6.40. Я думаю, что да, до 6.40. Пока причин ему туда не идти не вижу. Тем более там вроде бы как поддержка правительства, насколько я понял. И все такое. То есть как фундаментально у него появляется причина это делать. Так что потихонечку, потихонечку. Устала дорога, как я уже говорил, только в одну сторону, вверх. Вниз у него а уже... 6.9. А Ну, 6.9. я тебе хочу сказать, что цели у него вплоть до 23 еще до сих пор сохранены. То есть как бы... Ой, я тебе больше скажу, 42.50 даже есть. 42.50. То есть есть куда ему идти вверх. Другое дело просто, как он это все будет обосновывать. В свое время, видишь, он хорошо это обосновывал. Как сейчас это будет делать? Я думаю, что это не предел, конечно. Это не предел. То есть он вначале вот долго-долго мытарился около вот этого 4.380. Сейчас вот потом он, естественно, вот эти делал походы на 5.50, там до 6, по-моему, не доставал даже, или доставал, как-то было дело, по-моему. Да, пытался он доставать, но оттуда были сильные откаты. И вот здесь надо быть просто очень осторожным, потому что Китай есть Китай. Здесь как бы на 100% никогда гарантировать ничего нельзя. Но в целом, я думаю, что и при вот этом пробое уже второго квартала, наверное, все-таки у него сейчас динамика именно восходящая. Мы даже смотрели сегодня по сегодняшнему дню, у него там было, сейчас скажу, по-моему, 5.90, что ли, сейчас скажу точно, сейчас 5 минуточку возьму. Да, вот прям к шестерке ровно, вот он, уходит цели, вот он, вот 6.05, 6, вот четко. То есть он как бы туда однозначно динамику имеет. И даже если будет коррекция, то там 5.85 и 5.70. Все. Как бы. То есть это все равно уже выше 5.50. То есть тут как бы вот сейчас динамика очень хорошая у него на самом деле. Конечно, около шестерки он буксанет. Это было всегда. И здесь надо быть готовым. Откат может произойти. Но в целом тренд, я думаю, будет продолжен. Короче, лонгуем на всю котлету. Ну, я бы пока, конечно, так бы... Ты знаешь, я бы уже как бы выдохнул, когда он там вышел бы за 6.40. Вот там бы я выдохнул, потому что уже оттуда таких откатов не будет, как вот было. Там как бы уже он будет закрепляться, и уже как минимум там, допустим, 5.50 станет где-нибудь такой серединой, как это было в свое время 3.84, да, где он об этом все время терся. И, конечно же, надо посмотреть за ситуацией с точки зрения, что там у них по Китаю как будет. Просто Китай есть Китай. Страновой риск, он там никуда не пропадает. Любые там решения Синьцзипина, партии и прочее, а у него там тоже выборы скоро. В общем, там это все тоже дело такое. Надо эти моменты учитывать. Плюс там возможности Тайваня и так далее. То есть с точки зрения бумаги, я так понимаю, она однозначно имеет дорогу вверх. А вот с точки зрения препятствий, которые могут, как говорится, внешние факторы оказать, вот тут уже, как говорится, все не предусмотришь. Я больше скажу, у меня по Лиавто, о том, котором мы обсуждали, у меня ничего не поменялось, я его на дне жду до сих пор. И он не рушит ни разу картинку. Тут я начертил себе картинку по нему. Мы пока идем, просто вот даже никуда не сдвигались, все нормально. Лиавто идет на дно. Ну, пока по моей картинке. Могу ошибаться. Но там надо посмотреть, конечно, еще Лиавто, это же этот китайский автопроизводитель, по-моему, электромобилей тоже. Да. Вот, поэтому там, наверное, может быть вот эти вот риски, там, я не знаю, делистинга, санкций, что там еще может быть. Там, наверное, просто определенные какие-то, надо просто посмотреть, что у них происходит на самом деле, в самой компании. Потому что, например, вот тот же LSEED, который тоже, считай, электромобили, он неплохо себя чувствует. И он такой, такая мини-Тесла, я бы сказал. Вот мы сегодня ее смотрели и даже торговать начали. Посмотрели так с ней, поработали, потому что мы в свое время очень хорошо торговали. И она и в лонг идет, и в шорт продается, покупается, поэтому он подходит для таких торгов. Стоит недорого, в отличие от той же Теслы. И очень хорошо, вот мы сегодня смотрели, прям вообще он за сиклом ходит вообще идеальнейшим образом.
идеальнейшем. И там вот динамика, я бы не сказал, что там прям падающая. Там он такой, он тоже подупал, но пытается уже вернуться, на самом деле. Вот, кстати, сейчас посмотрю, по-моему, тренд тоже, наверное, еще пока нисходящий был. Но в целом, вот мы сегодня смотрели, уже пытается удержаться за уровень по движениям S&P. Да, вот у него тоже было падение с 19. Но я так понимаю, что на самом деле это постепенно уже, вот здесь уже, скорее всего, остановка у него начинается, 16.50, и он будет пытаться сейчас потихонечку сюда вернуться. То есть, и такая, я говорю, Тесла на минималках, то есть стоит недорого, а ходит очень неплохо, на самом деле. И, насколько я помню, LSID это как раз компания, которая производит электромобили премиум-класса, типа... Да, самое быстрое, тысячесильное, быстрее, ну, быстрее, чем Тесла. Да, да, то есть там как бы вот, хороший тоже. Ну, вот Ли такой же, Ли, в Москве там ребята заиграли в Вавилон на Волгоградке. Там, оказывается, шоурум яхты есть. Говорят, вообще роскошная тачка. Там щелкаешь пальцем, мозг включается, щелкаешь 2 раза пальцем, люк открывается, ну и тому подобное. Типа восторг и трепет, но, блин, Ценовой сегмент. 6 миллионов рублей, все удовольствие, и у тебя огромный джип. И там еще и внедорожник получается. Ну вот, поэтому как бы я думаю, что тут, конечно, вопрос, наверное, может быть, вот этот Тайваня, может быть, здесь подвисает, потому что все-таки комплектующие и все остальное, там, может быть, это вот с электроникой. Там же электроника в основном всегда у этих электромобилей. Поэтому... Ну вот я и говорю, у меня картинка по авто разрушится тогда, когда он найдет за 44. Пока он за 44 не ушел, сейчас он на 30 тусуется. Но пока он до 40, за 44 не уйдет, я даже не буду говорить, даже 46, даже может быть. Вот пока он 46 не пробьет, я даже не буду рассуждать на тему того, что он вырастет. Ну вот мы как бы наблюдали сегодняшнюю картину, вот я тоже здесь, если смотреть так чисто по технике, что вроде как LSID тоже падает, то есть он как бы вот раз, вот откорректировал до второй недели, еще типа ниже пойдет, и цели как бы вниз указывает. Но мы видели четко, что если S&P не падает, а пытается расти, он здесь держит намертво вот 16.40. То есть здесь вот он прям вцепился в него. И явно пытается его удерживать. Вот даже если посмотреть вот здесь, вот он коридор, вот он LSID, вот он прям, получается, сегодня упал. Притом он был вот здесь на 17.40, когда, так сказать, ситуация была под этот S&P тянули, когда его сегодня, то на 4200. Вот он был 17.40, по-моему, максимум был. И вот как только весь рынок начал падать, он упал сразу на нижнюю границу. И вот он эту нижнюю границу пытается сегодня прям четко защищать. Пока S&P вот 400 держит, он здесь тоже держится. Мы даже смотрели, он должен был сегодня дойти где-то 16.70, 16.80. Ой, 16.60, 16.60, 16.70. Вот он получается, да. Да, вот он. А даже 16.80, да. И 16.70. Но S&P не давал. S&P не давал. Он все-таки за ним очень так активно шел. Поэтому вот здесь, в принципе, вот эту границу он держит. Он держит. Вот этот коридор он четко держит. Так что это говорит все о том, что, скорее всего, все-таки здесь идет защита уровня этого. И тогда есть вероятность, что все-таки он здесь развернется. В лонг пойдет. Очень повышается вероятность такая. И не исключаю, что Лиавто, наверное, примерно то же самое выглядит. Ну, скорее всего. Такая сомнительная бумага. С одной стороны интересно, с другой стороны знаем, как Китай уконтроливает вниз. Это да. В этом плане китайский фактор скидывать нельзя. Да, я хочу сказать, Лиавто также выглядит. Да, вот он такой же отскок, только со своими уровнями. И вот попытки тоже закрепиться уже вот на недельной коррекции. Лиавто, скорее всего, тоже может пойти вверх. Очень похоже на то. Но, правда, будет все равно смотреть сейчас на индекс. По крайней мере, по LSID это видно прям очень, прям невооруженным взглядом. Если S&P начинает падать, он сразу падает. Если начинает расти, тут же начинает расти. Но вот у этого уровня он прям идет защита. Это 100%. Вот у 44 он прям защищает его. Так что вот так вот. Так, ну что у нас с голосовым, господа? Есть еще вопросы? Так, Юра, говори, Юра. Привет. Озон? Ну, насчет Озона. Я вышел, а он улетел. Как-то так.
Ну, сейчас, Как это не так? знаю, ни во что не знаю. А где ты вышел? На сколько? 413. А что так рано вышел-то, Юра? Мы же говорили, 440 он пока... А? Как так получилось? Ну это ты поторопился, Юра. Ну, Но у тебя есть шансы, в принципе, потом будут зайти. Вот, в принципе, даже, я думаю, и здесь можно даже попытаться зайти. Единственное, что у него пока ход до 1700, вот надо подтвердить бы его до 1700. Но в целом, как бы я верю в него на данном этапе. Я думаю, что он все-таки на 1700 пойдет. Тем более отчет там был, и вроде как он неплохой, насколько я помню, Хабло говорил. Так что, ну что, сейчас вот после этой паузы может попытаться его и взять. Коррекция даже не знаю, будет она здесь сильная. 1470. 1400. Ну-ка, сейчас я тебе скажу, погоди. Сейчас я тебе скажу. Берем нефтку. Берем нефтку 1300. 1400. Да, наверное, он туда не пойдет. 1400, наверное, проливать. Сколько там еще раз? 1440 где-то, да? Ну да. 1440 прорывать он не будет. Ну, то есть где-то, если откатиться, например, там на 1475, вот здесь его можно будет подбирать. Вот здесь его можно будет подбирать. Вот где-нибудь вот здесь, на 707, на 475. Здесь вот прям видно, конечно, что его прям здесь уже вот встречает на 1550. Вот она прям точка на пробой. И тут же сопротивление опущено такое конкретное прям. Вот здесь прям надо прорываться ему. Вот здесь преодолеет или нет, надо смотреть. Но в целом, как бы он пока направлен вверх. Пока. По крайней мере, да. Так что вот так вот, Юр. Можешь его подобрать. Если что. Так. понятно. Кстати, еще вопрос. Я так-то не уходил вообще с Австрии. Что-то там. Пока только ждать и, ну, как бы уже выходить из нее, когда она там практически на дне, я особо не вижу смысла, потому что, еще раз говорю, понятное дело, что ставки растут, и, естественно, на нее это все оказывает давление. А на этом она, безусловно, не взлетит. Если только, я не знаю, там у них какое-нибудь событие произойдет, с полетом что-нибудь там они сообщат, или реально пролетят там, я не знаю. Но как бы пока, по крайней мере, что, конечно, они оказываются под давлением, но так как они уже фактически на дне, ну, я не знаю, есть смысл выходить, я бы не стал. Я просто забыл бы пока на это время, на эту бумагу все. А? То, что я усоединялся с ним, ну, с Астрой, то есть усоединяться с ним надо, потому что у меня четверка средняя. Усредняться. Но сейчас вот, кстати, я тебе хочу сказать, надо сейчас посмотреть пару дней. Вот сейчас, на следующей неделе. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну, на 0,7, если вероятность. То есть сразу на нем усоединяться, если вообще пойдет. А он уже, видишь, в районе доллара пытается удерживаться, там 0,90. Он сильно не отходит. То есть, в принципе, наверное, усредняться-то... Вот сколько он ходил? На 0,90. Все, считай. На 0,90. Наверное, ну, если учесть, что по S&P, грубо говоря, сейчас идет первая реакция, она, как правило, более эмоциональная, ну и конец недели. Ну, то есть, наверное, вот здесь тогда и усредняться. Только, я не знаю, на 70 что-то... Там есть цели внизу, конечно, и 0,50 есть. Но что-то, не знаю, мне кажется, больше ниже-то он уже не пойдет. Его вот, в принципе, вот его опускали перед этим Джексон Холлом. И вот на 90 его опустили. Отсюда уже, по идее, только вверх. Попытки подниматься уже только. Как бы вот это событие, все, уже в факте. Так что я думаю, что тогда здесь и усреднять. Если усоединяться, то есть... Просто я думаю, да, вот смотри, усредниться, подождать где-то там доллар
доллар или доллар 15, ну доллар 15, наверное, пока не закладываться. Вообще, конечно, возврат-то на доллар 35, я думаю, по-любому произойдет, как ни крути. Это вот как минимум сюда будет возврат. Но ты можешь пока он будет в диапазоне ходить. Он просто потом, скорее всего, если на доллар 5 пойдет, он может быть уже например, там, на 95 уже может не уйти. Но ты можешь, конечно, разгружаться частично. Потом опять там на откатах доллара, например, опять подобрать. Опять там доллар 5, там доллар 10 сбросить. Вот так вот, постепенно улучшая свою среднюю. Подбирать вот здесь где-нибудь внизу, в районе 0,90 там, ну надо смотреть просто будет, как они лои меняться будут. Вот, потому что, ну, таких серьезных больше событий там особо впереди больше нету, которые могли бы еще ушатать. Вот сейчас он, грубо говоря, на минимум, скорее всего, станет. И либо подождать сейчас, когда S&P пробьет 400, если он пробьет, и посмотреть, куда он уйдет. Но я что-то, такое у меня ощущение, что 90 это предел. Они его уже вот опускали на самый негативный сценарий. Вот он, 90. Это вот перед Джексон Холлом было. А сейчас уже они его отыгрывают, считай. Поэтому даже если S&P уйдет на 4, там, допустим, ровно, я думаю, ниже 90 ты не увидишь его. Мне так кажется. Хотя здесь ничего гарантировать нельзя. Если мне присоединяться, то у меня получится где-то до 2 среднее будет. Ну, вот я тебе и говорю. И там, ну, ты можешь просто потом ее сбрасывать, там чуть-чуть он отыграет, сбрасывать, и опять ждать небольшой откат. Потому что ниже 90, скорее всего, он уже, ну, вряд ли пойдет. По крайней мере, сейчас так на это не выглядит, что он может еще ниже пойти. Ну, тут гарантированно ничего не может быть, но с точки зрения вот этого события по Джексон Холлу, я считаю, его отыграли. Все. Как бы 90 это был минимум. А подниматься тоже как бы высоко, скорее всего, естественно, ты вряд ли сейчас увидишь. Но там под доллар, доллар 15, он может быть сейчас и будет подниматься. Потихоньку, скорее всего, дорогу к этому там доллар 30 он как бы будет иметь. Но выше очень маловероятно. Поэтому там сидеть тоже в этом усреднении смысла, я думаю, нету. Надо будет тогда чуть отыгрывать среднюю свою и потихоньку закрывать, опять открывать пониже при откатах. Потому что неизвестно, сколько он еще простоит в этом. Понятно? Так, по Клинс-парку. По Клинс-парку сейчас. По 4, подожди, 25 поставил. Сейчас. Ну, пока по Клинс-парку он, конечно, сейчас еще направляется вверх, и S&P пока уверенно, пока 400 удерживает. Пока пробой на 400 не идет. Поэтому 4.25, скорее всего, ты, наверное, не увидишь. Сейчас брать. Но я бы... Все-таки 4 от 400, сколько поднимется S&P, пока не совсем понятно на самом деле. Поэтому я бы, наверное, сейчас, наверное, все-таки не спешил. Тут явно первый квартал, он будет пытаться его удержать. И не выше 140, скорее всего. Вот так вот. Но он так это и демонстрировал. Но мы видели, что даже 120 он пока пробить не может. Поэтому по Клинс-парку, скорее всего, конечно, он на 4.25, наверное, ты его не увидишь. Тут ты прав. На 4.25 ты его, скорее всего, не увидишь. Ну, наверное, если S&P будет держать 400, наверное, можно будет попробовать взять, но если что, тогда при первом же, как говорится, шухере хотя бы добор этот закрывать. Потому что, ну, если все-таки он ниже 400 пойдет, сегодня-то, наверное, вряд ли, что-то, мне кажется, сегодня они, наверное, все-таки на 400 застрянут, а вот за следующей неделе может такое быть. Но 25 пока выглядит не очень возможным на данный момент. Он пока пытается удержаться. Но все будет зависеть от S&P. Если он все-таки ниже 400 пойдет на четверку, то тогда можно и увидеть.
Не знаю, я бы, наверное, пока не торопился. Надо хотя бы укрепиться по S&P на 400. Вот если он на 400 прям четко зависнет и начнет там закрепление, вот тогда да. 400 у него хорошая поддержка. Хорошая. Здесь и первый квартал туда подошел, то есть здесь это прям вот. Кстати, зона шорта туда же подошла. Да, 400. Вот в аккурат. Четкая граница. Вот здесь он из него вышел, а здесь уже обратно не возвращается. Поэтому, на самом деле, вот здесь он не вошел, вот здесь вышел. Вот сейчас возвращается. Так что 400 надо посмотреть. Если остановка остановится, тогда уже подбирать. А если все-таки не остановится, ну, опять же говорю, это будет на следующей неделе, понятно. Пробой будет здесь все-таки в итоге за 400 или нет. Пока он вроде как 400 будет удерживать. На данном этапе это, по крайней мере, выглядит так. Так что не знаю, Дим, пока надо посмотреть за S&P. Так, господа, в голосовом еще вопросы есть? Или тогда давайте заканчивать. В принципе, все понятно, я уже все как бы разъяснил. Нету вопросов. На следующей неделе, естественно, ждем, смотрим, короче, во-первых, закрытие сегодняшнего дня. Если все-таки 400 мы удерживаем, ну, значит, соответственно, вероятность того, что, допустим, будут попытки выйти где-нибудь на 150, мы вполне можем увидеть. И если все-таки 400 не удержано, там чуть пониже проходим, на 480 где-нибудь там вот сюда, то появляется большая сразу вероятность, что мы уходим на 4000. На этой неделе, скорее всего, они могут 400 и удержать. Вот они сейчас это, в принципе, пытаются сделать. А вот со следующей недели далеко не факт. Надо посмотреть, что там еще будет выходить за события. В целом, как бы на этой неделе, можно сказать, все отработали. Так что давайте тогда уже отдыхать. Давайте на следующей неделе тогда, там уже и торги начнутся, я уже говорил, как раз запускаю уже персональную группу. Тесты мы уже сегодня провели, позавчера тоже провели. Еще раз напоминаю, кто не подписан, подпишитесь на наш телеграм-канал Trade Analytics, Trader Club, да, голосовой чат и все, собственно говоря, вся аналитика и так далее, она размещается именно там. Так что, в принципе, жду вас на следующей неделе, а на этой давайте уже отдыхать. Как бы Джексон Холл отыграли так, как мы и ожидали. На этом всем профита и до свидания. Хороших выходных.